Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами обсудить пикантные новости и слухи про Чонгука и Тэхёна. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это. Примите это во внимание. Итак, что же произошло у нас интересного? Начнем с того, что нас порадовали новыми фотографиями с армией Чонгука и Чимина. Чонгук под номером 59, а Чимин 60. Даже такие закамуфлированные фото в радость. Чонгук сделал пальцами V. И сразу мысли о Тэхёне. Мы скучаем по вам, наши дорогие. А вот и само фото из тренировочного центра. В официальной программе корейской армии The Camp Cafe опубликовали новые фото Чонгука и Чимина. Это официальные фотографии с разрешением солдат и руководства. Наш воин. Чонгук старается. Когда же появится фото Тэхёна? Мы очень ждем. Рассказ от оригинального рассказчика. Я не знаю, кто это прочитает, но если вы видите это, то Тэхён хорошо ест. Мой друг, работающий диетологом в армейском учебном центре, сказал мне, что Тэхён всегда спрашивает, можно ли ему съесть еще, и когда говорят, кто хочет еще, пожалуйста, выходите, он всегда выходит первым. Я думаю, Тэхён действительно будет большим парнем. Появился рекламный постер с Тэхёном для Compose Coffee. Compose Coffee выбрала V из BTS в качестве своей новой модели, чтобы отпраздновать десятилетие запуска бренда в следующем году. Compose Coffee – вторая по величине кофейная франшиза в Корее. Согласно СМИ, ориентировочная стоимость размещения рекламы с Тэхёном составляет 6 миллиардов вон. Несмотря на то, что стоимость была высокой, 75% владельцев франшиз проголосовали за выбор Тэхёна. Влияние Ким Тэхёна в действии. По словам Ор, который работает неполный рабочий день в Compose Coffee, рекламные плакаты Тэхёна будут развешаны, начиная со следующего понедельника. На следующей неделе также появятся индивидуальные подстаканники, украшенные изображением лица Тэхёна. Напиток V выйдет примерно в феврале, как раз к весеннему сезону. А начиная с января будут транслироваться рекламные ролики, снятые с участием Тэхёна. Как же это прекрасно! Сколько еще сюрпризов нас ждет! Кельвин Кляйн открыл свой новый филиал в Пусане. Коммерческий директор Кельвин Кляйн Зайден Чу сообщил, что 19 декабря в Пусане открылся магазин Кельвин Кляйн. Магазин украсили баннерами, амбассадором бренда Чонгука. Тэхён становится самым влиятельным мужчиной, инфлюенсером в мире моды. Стоимость его аккаунта в Instagram оценивается примерно в 344,5 миллиарда вон. 265 миллионов долларов. Несмотря на то, что Тэхён ограничил свои комментарии, у него самый высокий уровень вовлеченности. Мировое господство Тэхёна. Стилист по волосам Муджин Чой в сторис. В каждом мясном ресторане, в котором побывал Чонгук, есть его автограф. Надпись Чонгука на автографе. «Я хорошо поел. Хороший вкус». Ну вот такой он у нас мясной мальчик. Любит вкусно поесть. Билборд, Чонгука, Spotify, Billings Club в Нью-Йорке. Поздравляем Чонгука, наша мировая звезда. Обновление Spotify с Чонгуком. Какой же он счастливый. Фото тарелочки с едой. 20 октября вышли первый и второй эпизод документального сериала BTS Monuments Beyond the Star. Бан Ши Хёк о маленьких Вигу. В случае с Чонгуком он был не очень уверен в себе.
Поэтому он не смог показать все, что у него было. У меня было твердое убеждение, что у него большой потенциал, но еще не был в состоянии выразить это. Очарование Тэхёна, таланты и внешность были совсем другими, когда он был моложе. Я также был твердо уверен в его потенциале. Две самые яркие звезды. Не думаю, что когда-нибудь в кей-попе будут подобные им айдолы. Чангук. Трудности были ожидаемыми в то время. Я бы не смог сделать это снова. В то время не спать всю ночь, сидеть на диете и остальное было трудно сделать. Но это стало чем-то само собой разумеющимся. Маленький трудяга. Какой же он хорошенький, и его труды не прошли даром. Тэхён. Я осуществил свою мечту, когда стал стажером. Думаю, я просто гордился тем, что меня называют Ким Тэхён стажер. После того, как мы дебютировали, и я увидел себя по телевизору, я понял, что мне нужно много готовиться. Юный Тэхён счастлив, что ступил на американскую землю. Но что за солнышко? Наши драгоценные крошки, Вегу, 2013 год. Всегда рядышком. Милые маленькие котята. И эти подведенные глаза. Ребята такие эмоциональные. Церемония поступления Чангука в старшую школу. Чимин, наш маленький Чангук. Мы отправляем его в школу. Намджун, он выглядит так мило, когда стоит там. Поговори со своими друзьями. И Тэхён, который переживает за него. Тэхён, он не разговаривает со своими одноклассниками. Чангук был таким застенчивым в то время. Тэхён, у нас наконец-то будет концерт. Все эти места будут заполнены? Тэхён, мы испытывали выгорание. Тогда не было возможности объяснить ситуацию. Мы были просто очень расстроены. Мы с Чангуком разговаривали и плакали вместе. Я тоже разговаривал и плакал с Хобби. За это время мы пролили много слез. Вышло превью 3-го и 4-го эпизодов BTS Monuments. Тэхён, я думаю, что мы прошли через этап, когда все было так тяжело. Когда наши самолеты приземлялись, мы ходили туда и обратно, от отеля до концертной площадки, а затем сразу же возвращались на самолет. Эпизоды выйдут 27 декабря. С нетерпением ждем. Тэхён появился с Чимином в TikTok BTS. Слова на зеркале в видео. Пожалуйста, не волнуйтесь, мы скоро встретимся с вами. Мы пойдем и вернемся. Будьте здоровы и не болейте. Пожалуйста, будьте счастливы. Я правда очень вас люблю. Тэхён с этой стрижкой такой юный, даже поведение изменилось. Корейская актриса Го Мин Си упомянула Чангука в интервью журналу UI. Есть песни, которые мне сейчас очень нравятся. Standing Next to You Чангука. Когда мне действительно хотелось начать свой день с энергией, я продолжала слушать ее, даже когда делала макияж. Треки Чангука на все случаи жизни. Давайте посмотрим интересные сканы наших ребят из фотокниги BTS Beyond the Stage. Чангук – это первые часы, которые я купил. Я покупал часы родителям и себе. Конечно, было бы правильно сказать, что их купили армии. Без упорства и таланта Чангука не было бы нас, армии. Я много думал о том, что взять с собой. Я думал о чем-то связанном с музыкой. Поскольку я не играю на музыкальных инструментах, я ничего не мог показать. Недавно я выпустил My Time в качестве сольной песни в нашем альбоме. Я принес часы, потому что чувствовал, что живу в такое время. Часы на Чангуке от бренда Rolex Day-Date, цена которых составляет $38 978. В них использовано чистое желтое золото из 18 карат. Фото с прекрасным и мужественным Тэхёном. Его шея, плечи, руки, спина. Как может быть такое красивое все? И Чангук не отстает. Мне нравятся такие фото.
Завидую тому человеку, который натирает маслом его торс. Чангук. Когда я смотрю на свое выступление, мне всегда кажется, что этого недостаточно. Думаю, так будет и дальше, пока я не буду доволен собой. Тэхён. Это винтажная камера, на которую я накопил и купил несколько лет назад. Сейчас эта модель снята с производства. Я искал ее везде и нашел. Чангук. Кроме музыки, я до сих пор не знаю, что мне нравится или что у меня хорошо получается. Я пытаюсь постепенно изучать такие вещи, как музыкальные инструменты и спорт, и иногда рисую на планшете, но я не настойчив. Давайте посмотрим, чем вчера питались наши любимые мальчики. Пятница. Завтрак Тэхёна. Рис, жареные кальмары и свиная грудинка. Приправленный огурец, кимчи, суп из говядины с водорослями. Калорийность 701,36 килокалории. Пятница. Завтрак Чангука. Рис-суп из кальмара с редисом, яичница с беконом, лист перилы, кимчи из китайской капусты, спортивный напиток. Калорийность 628 килокалорий. Пятница. Обед Тэхёна. Рис, приправленные ростки фасоли, салат с курицей в китайском стиле, кимчи, картофельное рагу с ветчиной. Калорийность 909,5 килокалорий. Пятница. Обед Чангука. Рис гондри на молке и приправы, тушеный рагу из свиной шеи, тантеджон, жареная рыба в кляре, холодный салат с курицей и огурцами, кимчи из китайской капусты, стакан фруктов, груша. Калорийность 1660 килокалорий. Пятница. Ужин Тэхёна. Рис, котлеты из свинины с сыром, крон-доги, грибной суп, такуан, закуска из японской редьки, дайкон, виноград, молоко. Калорийность 1864 килокалории. Пятница. Ужин Чангука. Рис, будаджигэ, рагу из острой колбасы, филе трески и соус тартар, салат из сладкого картофеля, кимчи из китайской капусты, белое молоко. Калорийность 865 килокалорий. Ребята прекрасно питаются. Дорогие зрители, вам интересно меню ребят? Оставляем этот раздел. На этом я заканчиваю данную тему. До встречи!